Ну, я могу сказать, что, конечно, ЮКОС оказывал огромное влияние на экономику региона, и не в силу даже своего размера, а в силу подхода к бизнесу. Вот я приведу простой пример. Дело в том, что наш регион, и именно рынок нефтепродуктов, продаж нефтепродуктов, он был очень сильно криминализирован. И ЮКОС, и с этим мирились все предыдущие владельцы Ангарской нефтехимической компании. И только ЮКОС смог, что называется, выкинуть бандитов и из с промплощадки предприятия, и из бытовых сетей. То есть, как это ни странно, скажем так, при ЮКОСе качество топлива, которое здесь продается, было выше, в первую очередь за счет исключения вот этой криминальной составляющей, за счет исключения всяких размывов, разбавлений, разбодяживаний бензина и так далее и тому подобное. К огромному сожалению, сейчас эта ситуация гораздо хуже. То есть, да, действительно, бензин с Ангарской нефтехимической компании выходит хорошего качества, но, к сожалению, контроль за бытовой сетью значительно ослаблен. И вот автолюбители, которые сейчас как бы покупают топливо, они сталкиваются с большими проблемами. Дело в том, что ЮКОС создал новый стандарт работы в регионе. То есть, во-первых, началась модернизация самой нефтехимической компании, которая, так сказать, к тому времени была, к моменту появления ЮКОСа в 2000 году, ну, скажем так, в очень плохом состоянии техническом, да. То есть качество топлива резко увеличилось, может быть, там, ну, не до евростандартов, там Евро-4, но Евро-2 стало четко контролироваться. И второе, ЮКОС создал сеть бензозаправочных комплексов, которая и сейчас является основой сети Роснефти. То есть, грубо говоря, вот сколько современных комплексов успел поставить ЮКОС, ровно столько их сейчас есть у компании Роснефть. Компания Роснефть практически ни на один комплекс не увеличила, то есть не построила ни одного нового комплекса. ЮКОС был инвестором для региона, да, то есть они вкладывали деньги, может быть, жестко, на своих там каких-то правилах и условиях. Но Роснефть практически этот процесс прервала. Мне кажется, роль компании ЮКОС в экономике Иркутской области нужно рассматривать в контексте вообще роли ЮКОСа в масштабах страны. Мне кажется, эта роль достаточно позитивна. Ну, слово «достаточно», потому что, конечно, какие-то изъяны, как в любом крупном деле, в том числе в крупном бизнесе, они есть. Какие-то изъяны, ошибки, там, недоработки и так далее. В целом, это современная компания, которая, как вы знаете, первая из столь крупных корпораций показала структуру акционерного капитала. То есть как бы задала тем самым тон, как бы задала алгоритм тому, что, как должны действовать крупные предприниматели. Вот это мировые стандарты, так сказать, отчетности и вот, в частности, как я сказал, структура акционерного капитала. Очевидно, что такая открытость ЮКОСа впереди всех, как говорится, без санкций руководства страны, что очень важно. Вот, не всем понравилось. Не все компании у нас и сейчас готовы вот настолько, к такой степени открытости. Вот. И мне кажется, что это тоже одна из причин, которая спровоцировала атаку на компанию ЮКОС, на ее руководителей, на ее собственников. Значит, что касается непосредственно деятельности, конечно, это крупная нефтяная компания, нефтеперерабатывающая компания. Но, в общем-то, собственники старались, во главе с Ходорковским, старались, как очевидно мне, все-таки задавать достаточно высокий уровень работы, вот, и в частности в Иркутской области. То есть это и по качеству, так сказать, переработки, по целому ряду новых приемов там, переработки, сервиса и так далее. Мы знаем, что в тот период цены в Иркутской области не выделялись в негативную сторону, так как в последние годы. Значит, социальные гарантии, значит, уровень оплаты труда, социальные гарантии в целом находились, подчеркиваю, в целом находились на несколько более высоком уровне, чем сейчас на Ангарской нефтехимической компании. Вот. А то, что произошло затем, значит, когда пришла уже компания Роснефть, которая, как мы знаем, сыграла определенную роль, не вся компания в целом, так сказать, а те люди, которые руководят, сыграли определенную роль в том, что вот с ЮКОСом произошло так, как произошло. Вот. Мы сейчас все-таки не видим полноценной замены, я бы сказал так, стопроцентной. Нет, конечно, усилия определенно предпринимаются, комбинат работает, даже наращивает объемы переработки. Вот, как говорится, в полной мере там дефицита, естественно, бензина нет тоже по области. Вот, но в целом мы видим несколько более низкий все-таки уровень менеджмента. Кстати говоря,
Конечно, отличие еще и в большой социальной, общественной активности ЮКОСа, и благотворительной, не только благотворительной, это и сфера гуманитарного просвещения и так далее. Сейчас много говорят о том, что, не все говорят, а зачастую можно услышать о том, что вот кому это было выгодно. Ходорковский не забывал о себе, не забывала компания, что значит себя выставить в результате этих проектов. Может быть, частично и не без этого. Но явно эти проекты были шире, чем эта задача. Мне кажется, что Ходорковский, как руководитель ЮКОСа, и сама деятельность компании ЮКОС в этом плане это какое-то представление некое альтернативного курса развития, даже, может быть, России в целом, по сравнению с тем, который происходит сейчас. Это так сказать, общий контекст, я еще раз сказал, а он, конечно, отражается на Иркутской области. Я думаю, что особых плюсов от того, что у нас сейчас ЮКОСа нет, и в том числе в Иркутской области его нет, я не вижу. Александр Иванович, правильно ли понимаю, что вся ваша рабочая жизнь пройдена не только с городом Ангарском, прожита не только с городом Ангарском, но и с одним предприятием, Да. Ангарской нефтехимической Да. компании? Да. Сколько в общей сложности лет вы там отработали? 41 год. И каков ваш трудовой путь, чем вы там занимались на производстве? Несколько рабочих мест осваивал в этом цехе. Грамоты были, поощрения, в общем, были у меня. Что вы можете сказать о том периоде деятельности компании нефтехимической, когда ее владельцем была компания ЮКОС? Это вообще было предприятие, можно сказать, на отлично, когда Ходорковский пришел к власти. Вообще производство пошло намного лучше. Там какие-то меняли оборудование, часто очень. У нас проблем не было насчет этого. Никогда. А сейчас, в последнее время, то одно летит, нечем заменить, то второе летит, тоже нету такого. А там где-то выходили, находили. Почему так, я не знаю. А сейчас Ходорковского нету. Дела вообще. А что вообще тогда изменилось в производстве? Может быть, изменилось отношение к труду? Конечно, намного. Или сейчас отношение взять. Даже к аппаратчикам взять сверху. Как начальство. А тогда намного лучше было отношение. К рабочему как-то отношение лучше было. А сейчас так, ладно. Работает. Не работает, подумай, отремонтирую. Так сейчас. Такие А скажите, пожалуйста, вы вообще вспоминаете те времена юкосовские? А что их не вспоминать? Они постоянно будут. И Ходорковского будешь вспоминать часто. Я сколько им, ребятам, говорил. Я говорю, ЮКОС был, так был. Люди жили, и город жил. А сейчас, что сейчас мы видим? Ничего, можем сказать. Так что, такие у меня мнения, мои личные мнения. А остальных я не знаю, как там, что, кого. Спасибо большое.